Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас шикарное первое видео, посвященное самым ожидаемым фильмам 2020 года. Подборка получилась очень достойной, фильмов даже больше чем 20, поэтому, как всегда, не забываем ставить лайк, подписываться, чтобы быть в курсе последних новинок мира кино. Кстати, мы только недавно успели отпраздновать Новый год, а тут уже подкрался февраль с новыми праздниками. И если ты все еще думаешь над подарком к 14 или 23 февраля, то рекомендую потрясающий бренд конструкторов из дерева U-Gears. Это без преувеличения новая страница в мире моделирования конструкторов для всех возрастов и любого пола. Гоночная машина, грузовик или сейф для мужчин, цветок или шкатулка с секретом для девушек. Никакого клея, все модели подвижны, проработаны до мелочей и имеют свой собственный функционал. Например, сейф открывается по трехзначному коду, спорткар с подвеской, коробкой передач и цилиндрами в двигателе, полуавтоматический пистолет с обоймой в 5 резинок и многое другое. Конструкторы U-Gears популярны во всем мире и имеют в ассортименте более полсотни моделей. Их можно собирать как одному, так и компанией или семьей. Это отличный подарок, поэтому не теряй времени, заказывай U-Gears с грядущим праздником или просто для своей коллекции. И не забудь указать промокод Industry и получи любую модель со скидкой в 20%. Ссылка на конструкторы в описании. Ну что ж, начнем с фильма, которому предстоит пополнить молодую вселенную Marvel от студии Sony, Morbius. По сюжету Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию. Вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра. Далее, окутанный тайной научно-фантастический фильм от культового режиссера Кристофера Нолана «Довод». Сюжет фильма не раскрывается, известно лишь, что в центре истории окажется тайный мир международного шпионажа. Главный герой – секретный агент, который проходит жестокий тест на надежность и присоединяется к невероятной миссии. От ее выполнения зависит судьба всего мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве, времени и эволюции. Не пытайся понять. Почувствуй. Самый ожидаемый фильм этого года среди американской аудитории – «Чудо-женщина 1984». Согласно сюжету, влиятельный бизнесмен по имени Лорд мечтает стать богом среди смертных и для этого собирает разнообразные магические артефакты. В поисках ему помогает доктор Барбара Миневра, в руки которой попадает артефакт, превративший ее в женщину-кошку-гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, который просит защиты у Дианы, а взамен предлагает воскресить Стива Тревора с помощью одного из артефактов. Все это искусство. А это просто мусорка. Это просто мусорка, да, точно. Продолжаем, и на очереди у нас комедийный фантастический боевик «Главный герой». Это история рядового сотрудника крупного банка, ведущего самую обычную скучную жизнь. И вот однажды он выясняет, что окружающий его мир – это часть большой видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения. Стоит отметить, что в качестве основы своего мира авторы картины явно взяли GTA Online, благодаря чему все происходящее на экране выглядит на удивление аутентично. Ой, это страшно! Оклемается. На том свете! Ты же его убил! Он прилег поспать. Первый фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel «Черная вдова». После событий противостояния Наташе Романов предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Она воссоединяется со старыми знакомыми Алексеем, советским капитаном Америкой, также известным как Красный Страж, Еленой, сестрой по Красной комнате, и их наставницей Мелиной Востоков. Вместе им предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любое движение. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят.
25-й фильм из серии Бондианы «Не время умирать». По сюжету Бонд оставил оперативную службу Ми-6 и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Не в силах отказать, он отправляется на миссию по спасению похищенного ученого, которая оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Продолжение нашумевшей в свое время картины «Тихое место 2». События по-прежнему разворачиваются вокруг семьи Эбботов, которые продолжают бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизведанность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы. Черная экшн-комедия «Безумный Майлз» расскажет о непримечательном разработчике видеоигр, который всегда мечтал стать героем. И вот однажды к Майлзу приходят странные гости, которые болтами прикрепляют к его рукам 2 пистолета и заставляют сражаться за свою жизнь на потеху интернет-публики. Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен побороть свои страхи и выйти против Никс, безжалостной чемпионки игр. Твой выход, Штири. Добро пожаловать в Скизм. Многострадальный 13-й и последний фильм киносерии «Люди Икс» вне киновселенной Марвел «Новые мутанты» расскажет о 5 мутантов-подростков, запертых против своей воли в секретном объекте. В их число входит Мэджик, сестра Колосса и могущественная колдунья, Вулфсбейн, человек-оборотень, Мираж, способная воплощать в жизнь чужие страхи, пушечное ядро, обладающее способностью летать, и Санспот, выделяющий мощные потоки энергии. А наблюдает за ними доктор Сесилия Рейс, способная создавать защитные поля. Мы можем выбраться отсюда вместе. Продолжение оригинальной серии фильмов 80-х годов «Охотники за привидениями. Наследие». Согласно сюжету, мать-одиночка с 2 детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследие от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Экта-1, принадлежащий знаменитым охотникам за привидениями. В итоге семья сталкивается с паранормальными явлениями и их виновниками, призраками, о которых никто не слышал уже 30 лет. Тут сиденье для стрелка. Экранизация одноименного романа «Женщина в окне» поведает об одинокой женщине по имени Анна Фокс, которая страдает от приступов агорафобии, боязни открытого пространства. Она давно не выходит из своей квартиры, злоупотребляет спиртным и таблетками и подолгу наблюдает из окна за жизнью соседей. Как-то раз женщина становится свидетелем страшных событий, произошедших в семье Расселов. Но кто поверит затворнице со сломанной психикой, которая не может оправиться от собственной травмы прошлого? Вы не могли знать мою жену? Мы проговорили с ней весь вечер. Я Джейн Рассел. Один из новых проектов от студии Netflix «Правосудие Спенсера». По сюжету бостонский полицейский, обладающий обостренным чувством справедливости, начинает расследование преступлений коррумпированных политиков, но его подставляют и сажают за решетку. После выхода он уезжает из Бостона к своему бывшему тренеру по боксу. Когда происходит убийство 2 офицеров полиции из его бывшего участка, вместе с новым другом, начинающим борцом ММА, и бывшей девушкой, он вновь берет правосудие в свои руки. У тебя тут 2 здоровых лба носятся, изображая Бэтмена и Робина. У них и Альфред есть. Не зови меня Альфредом.
Фильм, который ускользнул из поля зрения почти всех, но не моего, радиоактивно. Картина рассказывает о физике, химике, педагоге и просто общественной деятельнице Марии Кюри. Она была удостоена Нобелевской премии по физике, а также получила премию за достижения в химии. Вместе с мужем она открыла элементы радий и полоний. Как заявляет режиссер, это не просто байопик о выдающейся женщине. Фильм рассказывает историю радиации от первого открытия до наших дней и о том, как открытие супругов повлияло на весь мир. Несмотря на то, что Джеки Чану уже 65 лет, он продолжает радовать нас новыми фильмами со своим участием. Одним из них станет картина под названием «Авангард». Согласно сюжету, в Великобритании группа наемников из международного криминального синдиката «Арктические волки» похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников – Международная служба безопасности «Авангард», имеющая у себя на вооружении все новейшие достижения науки и техники. Далее триллер под названием «Переводчики». По сюжету 9 переводчиков нанимают для перевода долгожданной последней книги трилогии бестселлера. Для исключения возможных утечек информации о книге их запирают в роскошном бункере. Но после того, как первые 10 страниц сверхсекретной рукописи неожиданно появляются в интернете, работа мечты становится для них кошмаром, так как вором является один из них, и издатель идет на любые самые жестокие меры, чтобы выявить и ликвидировать утечку. Первые 10 страниц третьей книги Дедала уже не ваши. Заплатите в течение суток, или следующие 100 страниц завтра попадут в интернет. Далее норвежский триллер под названием «Туннель. Опасно для жизни». Фильм расскажет, как накануне рождественских каникул в автомобильном туннеле посреди заснеженных гор Норвегии терпит аварию грузовик с цистерной. Сотни машин, тысячи людей становятся заложниками туннеля в самый разгар холодной и суровой зимы. Оказавшиеся в ловушке люди ждут помощи от спасателей. Но ситуация во всех смыслах накаляется, когда происходит взрыв цистерны и начинается жестокая борьба за выживание, где каждый сам за себя. О боже. Необычная экшн-картина со звездой цикла Ип Ман Донни Йеном «Выход жирного дракона» поведает, как из-за проблем в личной жизни образцовый гонконгский полицейский что-то приуныл, перешел в охранники и стал заедать свои проблемы. Через полгода наш герой обнаруживает, что проблемы никуда не делись, а вот вес заметно прибавился. Чтобы хоть как-то помочь, начальник полиции дает ему простое задание – отконвоировать заключенного в Японию, однако миссия оказывается куда сложнее, чем планировалось. Экранизация судьбоносного для Европы исторического процесса «Дело Альфреда Дрейфуса. Офицер и шпион». Это история самого громкого судебного разбирательства во Франции конца 19 века, когда офицер-еврей Альфред Дрейфус был объявлен шпионом Германской империи. После его заключения на острове Дьявола полковник разведки Мари Жорж Пикар начинает подозревать, что настоящий предатель остается на свободе и продолжает шпионить. Протест против приговора приводит к опале самого Пикара и расколу в обществе. Далее фантастический фильм ужасов под названием «Морские паразиты». Расскажет он о том, как изучающая морскую биологию студентка Шивон присоединяется к экипажу судна, чтобы провести ряд исследований в своей области. Всего через несколько часов после отплытия экипажу предстоит столкнуться с таинственным смертоносным паразитом. Несмотря на отсутствие опыта в мореплавании, Шивон должна что-то предпринять, прежде чем ее команда в полном составе отправится на тот свет. Биографический вестерн-фильм «Подлинная история банды Келли» расскажет о короткой жизни австралийского Робина Гуда 19 века Неда Келли. С детства, страдая от несправедливости и жестокости колониального режима, юный Келли собирает банду грабителей и убийц. От одного упоминания его имени дрожала вся полиция, а о его дерзких ограблениях банков слагали легенды. Во время захвата банков они сжигали долговые бумаги своих соотечественников, но не жалели пуль на английских полицейских. Фильм, основанный на романе Чарльза Диккенса «История Дэвида Копперфилда», расскажет, как в Великобритании 19 века сирота Дэвид Копперфилд пытается найти свое место в кипящем от событий Лондоне, где перемешались и смех, и слезы, и любовь. Пережив потерю близких, тяжелый труд, бедность и скитания, со временем он открыл в себе талант рассказчика и писателя. Путешествие Дэвида принимает то уморительно смешные, то трагические повороты, однако оно всегда полно жизни, яркости и человечности.
реальности. Эй, опять ослы! Ослам вход воспрещен! Удивительная женщина. Сама доброта. Ну что ж, а в конце рубрики «Самые ожидаемые фильмы» мы будем говорить о фильмах ужасов, первым из которых являются страшные истории, рассказанные на ночь. По сюжету Рот ведет ночное радиошоу, ему звонят слушатели и рассказывают разные паранормальные истории. Но однажды ему поступают странные звонки от ребенка, который отчаянно просит его о помощи. Поначалу мужчина решает, что это чей-то розыгрыш, но позже оказывается, что в этих звонках кроется страшная тайна, и ведущий сам скоро окажется ее участником. Новая версия старинной сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель», которая поведает о зловещих приключениях брата и сестры в зачарованном лесу. Во время поисков еды брат и сестра оказываются недалеко от темного леса. Преодолев страх, они решаются посетить его. Но Гретель и Гензель даже не подозревают о том, что в этом месте обитает могущественная, страшная злая ведьма, живущая в тени темного дерева. Ребятам предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Продолжение фильма ужасов 2016 года «Кукла 2. Брамс» расскажет, как семейная пара Лиза и Шон вместе с маленьким сыном Джудом переезжают в большой дом Хилшир. Гуляя недалеко от дома, Джуд находит нечто весьма странное – куклу, которую как будто закопали в землю. Она ему очень понравилась, мальчик назвал ее Брамс. Кукла почти такого же роста, как и Джуд. Для него Брамс стал настоящим другом, с которым можно пообщаться. Вот только ничего хорошего этот гость в дом не принесет. Ну и завершает наш топ канадский фильм ужасов под названием «Зи». Согласно сюжету, 8-летний мальчик Джошуа Парсонс заводит себе воображаемого друга, который становится настоящим кошмаром для всей его семьи. Родители Элизабет и Кевин со временем начинают осознавать, что друг мальчика не такой уж и воображаемый, и пытаются спасти себя и сына от потустороннего преследователя. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!